Осман I является основателем Османской империи, самое могущественное государство, которое существовало более 6 столетий. Достоверной фактической информации об Османе очень мало, так как его времени документировали историю. Большинство сведений о нем основаны на устных преданиях и легендах. 1258 год. На территории Малой Азии существует два крупных государства, которые находятся в упадочном состоянии. Византийская империя, которая уже развалилась на 3 части, и Конийский султанат, осколок Сельджукской империи, который потерял все свое могущество из-за набегов монголов. Между ними находится маленький Белик с центром в городе Сюгют, которым управляет вождь племени Кайи Эртугрул. В этот год у него и у его жены Халиме рождается младший сын Осман. Несмотря на то, что Осман станет первым правителем Османской империи, Эртугрул по праву считается отцом этой империи. Благодаря своей храбрости, терпению и упорству он начал великие завоевания, которые впоследствии сформировали Османское государство. За время своего правления Эртугрулу удалось завоевать много греческих поселений и передать сыну в наследство значительные территории. После смерти Эртугрула передача власти Осману омрачилась семейным конфликтом. Вождя выбирали путем выборов на Совете Беев. Племя разделилось на тех, кто был за Османа, и на тех, кто голосовал за его дядю Дюндара. Последний понимал, что у Османа была сильная поддержка и уступил ему первенство. Конфликт был заглажен на некоторое время, но все же дядя постоянно вмешивался в управление, критиковал решения Османа, подрывал его репутацию и добился того, что в один из дней Осман его просто убил, выстрелив из лука. В ранние годы Осман познакомился с уважаемым богословом суфийским шейхом Эдебали. Шейх стал наставником Османа, помогал формировать и развивать политику растущего османского государства, а также выдал за него свою дочь Рабие Балу. Под воздействием шейха Эдебали Осман стал глубоко верующим человеком и сумел зажечь пламя веры у своих соотечественников. Именно он превратил грабительские набеги кочевой орды в священную войну, а обычных грабителей в гази, борцов за веру. Первые битвы с византийцами для Османа в статусе вождя племени стали неудачными. Они вошли в историю как битва при Эрмини-Бели и битва при Доманиче. Многие воины Османа были убиты, а ему самому пришлось бежать. В этих сражениях погибли его родной брат Сарджи и родной племянник. Но эти поражения не сломили воинственный дух храброго воина, и в 1291 году он захватывает крепость Караджа-Хисар. Это был важный пункт, контролировавший дорогу на Никею и Константинополь, и Осман сделал его центром своего Белика. Потом в течение 8 лет Осман захватил крепости Билиджих, Ярхисар, Иннигюль и Энишехир. Слух о победах Османа разнесся широко, и поток охотников за добычей, пополнявших армию, возрос. Некоторые из греческих наместников, не получая помощи из Константинополя и не надеясь на нее, сдавали крепости Осману и переходили в его войско. К этому времени Конийский султанат полностью потерял всю свою государственность и не имел сил управлять своими учбеями. В 1299 году Осман Гази объявил свой Белик независимым государством. Он приказал читать пятничную молитву от своего имени нового правителя. Осман был захватчиком, но не разорителем. Он уважал христианство и не насаждал свою веру. Он вводил понятные налоги, которые были ниже византийских. Он начал выдавать подчиненным земельные наделы. Он первым из правителей стал чеканить собственные монеты. Осман захватывал земли с развитыми городами, что заставило его столкнуться с новой системой социального устройства.
он начал переводить племена из кочевого образа жизни в оседлый. Нужно было выработать институты управления. В этом ему помогал его тесть Эдебали, а также прибывшие под его начало образованные люди, в том числе и из населения захваченных городов. Были установлены первые налоги и пошлины, назначены имамы мечети. При Османе произошло полное обращение племени в ислам. После захвата внушительных территорий Осман начал планомерно передвигать границы своего Белика в сторону моря. В 1308 году была совершена первая морская экспедиция, в ходе которой был захвачен остров Имрали. Этот остров использовался византийцами в качестве базы для снабжения Бурсы. В 1316 году отряды Каи завладели горой Малый Олимп, с которой город Бурса хорошо просматривался. Известно, что в 1318 году, окруженный со всех сторон крепостями, уже захваченными Османом, город платил ему дань. В 1321 году Османом был захвачен порт Муданья, после чего Бурса оказалась отрезана от мира. Эта осада оказалась последней военной кампанией основателя будущей империи. Бурса была важным стратегическим пунктом, позволявшим контролировать торговые пути. После завоевания города он стал столицей для сына Османа Архана, который стал преемником власти. Достоверно известно о двух женах Османа – Рабия Бала Хатун и Малхун Хатун. Рабия была матерью Алайдина, а Малхун – матерью Архана. Помимо Архана и Алайдина, хроники называют сыновьями Османа еще и Чубана, Хамида, Мелика, Пазарлу и Савджи. Также у него была дочь Фатьма. Вся османская историография изображает Османа полусвятым человеком. Осман был мудрым, терпеливым правителем, которого люди искренне уважали и были готовы преданно ему служить. Государство, основы которого Осман заложил, и династия правителей названы по его имени. Население государства называлось османами до начала 20 века, пока империя не рухнула. Деятельность и личность Османа как основателя государства и династии высоко оценивается историками и прошлого, и современности. Осман Гази умер в 1324 году и, по легенде, сам выбрал себе место для могилы. Он пожелал быть похороненным в Бурсе на вершине холма, где в то время стоял византийский монастырь святого Ильи. Первоначально же Османа похоронили в Сигюте, в мавзолее рядом с отцом Эртугрулом. Лишь после завоевания Бурсы сын Архан исполнил волю отца и перенес его останки в Бурсу.